В современном мире существует огромное количество студий по разработке компьютерных и консольных игр. Все они просто бы не существовали без своих прародителей. Два брата из маленькой деревушки в Великобритании, изменившие целую индустрию видеоигр и повлиявшие на ход истории. В этом ролике вы узнаете, кто же такая компания Rare, ее родословную и с чем ее едят. Я расскажу вам о главных событиях компании, о ее играх, ставшими настоящими бестселлерами тех годов. Вырисовывая пиксель за пикселем, компания Rare проложила себе дорогу на вершину славы, которая не умолкает и по сей день. На связи исторически. И это мой взгляд на студию Rare. А начну я свой рассказ с истории, и отправимся мы в далекие 80-е. Великобритания тех годов была очень яркой, от знаменательных дат до беспорядков и неформальной моды. К примеру, в 1982 году в Лондоне проходил грандиозный военный парад. В 1984 году в столицу прибыл член Политбюро ЦК Михаил Горбачев. Маргарет Тэтчер и Михаил Сергеевич налаживали государственные дела. Лондонское метро 80-х было местом тусовок неформалов, подростковых банд и бездомных. Кстати, до 1987 года в британской подземке, или как ее называли лондонцы трубе, можно было без каких-либо проблем курить и употреблять алкоголь. В этом же году безрезультатно закончилась забастовка британских шахтеров, длившаяся почти год. Крупнейший в истории Британии протест стал ответом на решение властей о закрытии шахт. Именно в 80-е развитие лондонских субкультур достигло своего пика. Ни до, ни после молодежная одежда не будет выглядеть столь ярко, вычурно и вызывающе. Неформальные молодежные движения заполонили все вокруг, а мы вернемся к нашим братьям. Крис Темпер родился в 1958 году в Великобритании. С самого детства у него зародился интерес к электронике. Он даже умудрился собрать полностью рабочий осциллограф. Осциллограф – это такой прибор, предназначенный для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте. Современные осциллографы позволяют исследовать сигнал гигагерцовых частот. Проще говоря, это всего лишь вольтметр, который показывает изменение формы, замеряя его напряжение. И это было только начало пути. Еще во время учебы в университете Крис увлекался компьютерами с 8-зарядным процессором и учился их программировать, создав программное обеспечение для светофора. Он обучался в технологическом университете Лавбора. Туда он поступил с намерением получить степень по электронике и физике, но, увы, покинул его в 1981 году, чтобы полностью посвятить себя программированию. Крис работал с электроникой игровых автоматов, исправляя ошибки в программном обеспечении. Он смог убедить своего младшего брата Тима присоединиться к нему. Разница в возрасте у них была всего 2 года. В последующем они работали дизайнерами в компании-разработчики аркадных игр Associated Leisure. Позже братья устраиваются в компанию Zylec Electronics, которая занимается на то время аркадными конверсиями. Вместе они проработали над 12 играми, включая Garrus и Blueprint, а также над другими, чьи имена держались в секрете и продавались иным производителям аркад, даже таким акулам-игроделам, как Konami и Sega. Работа была интересной и даже включала в себя командировки в Японию, где братья очень близко познакомились с новой игровой индустрией. За это время Крис приобрел себе процессор Z80. Полностью изучив его, в течение 2 лет научился программировать его. Но всему, как мы знаем, есть предел.
Утомившись работать на других, братья Тим и Крис уходят на вольные хлеба. Но уже в 1982 году они вместе со своим другом Джоном Лэдбери и подругой Тима, а в последующем его женой Кэрол Уорд, создают собственную компанию под названием Ashby Computers and Graphics, сокращенно как ACG. Первоначальное занятие ACG заключалось в создании комплектов для конверсии аркад, но в последующем компания стала заниматься уже непосредственной разработкой игр для домашних компьютеров, таких как Sinclair ZX Spectrum, BBC Micro, MSX, Commodore 64. Все свои детища они выпускали под брендом Ultimate Play the Game. Другие члены семьи Стэмпер также участвовали в раннем развитии и поддержке компании, которая первоначально находилась в доме, рядом с семейным газетным киоском. Их офис располагался в городе Эшби-де-ла-Зауч, графство Лестершир, Великобритания. Крис и Лэдбери занимались программированием, а Тим и Кэрол разрабатывали графику. Кэрол также была секретарем компании. В течение первых 6 месяцев братья работали на скудный бюджет, и все собранные деньги уходили для оплаты счетов. Изначально все разрабатывалось для ZX Spectrum, учитывая опыт Криса с процессором Z80. Тим также разработал иные концепции, лежащие в основе новых интеллектуальных свойств. У каждого из братьев была врожденная и сильная интуиция для элементов успешной игры. Первой игрой братьев, а в последующем и суперхитом стала Jetpack, увидевшая свет в мае 1983 года и разработанная для 16К Spectrum. Цель игры состояла в том, чтобы помочь космонавту, управляющим реактивным ранцем, собрать все части своей ракеты и заправить ее топливом. На каждом уровне герою мешали различные противники, которых можно было уничтожать при помощи оружия. Игра заняла 74-ю позицию в рейтинге Crash Top 100. За этим последовали еще несколько изданий для 16К. Оригинальное название этой игры произносится как звук «пст». Звук выпущенного газа из баллончика. Здесь вам предстоит играть за существо в виде робота, которое запрограммировано для выращивания подсолнухов. Однако, огород заполнен вредителями, которые хотят съесть его растения, и вам предстоит распылять различные спреи. Для прохождения уровня игроку необходимо защитить их так, чтобы они выросли до определенной высоты. Критики очень высоко оценили анимацию и графику, а также подчеркнули увлекательность и оригинальность игрового процесса. Была удостоена награды Golden Joystick Awards, заняв 2-е место в номинации «Самая оригинальная игра». Данная игра, можно сказать, сделала имя для компании Ultimate, задав новый стандарт качества. Еще один интересный факт состоял в том, что являлась одной из первых игр, которые распространялись через специальные картриджи ZX Interface 2. Выглядело такое устройство, как внешний модуль для компьютера ZX Spectrum и подключалось к заднему разъему порта расширения. Данный модуль имел место для подключения 2 джойстиков, а также разъем для картриджа PZU. На концевой разъем устройства при необходимости можно было подключить ZX принтер. Следующая игра вышла в июле 1983-го, Trans Am, название которой происходило от североамериканской автогоночной серии Trans Am, заменив одну букву S на Z, и появилось не совсем оригинальное название. Сюжет игры строился вокруг одинокого гонщика после апокалипсиса в США 3472 года. Вы должны отыскать 8 великих кубков, разбросанных по всей стране. Чтобы выжить, игроку придется избегать опасных природных явлений и автомобилей камикадзе. Бензин был в дефиците, и единственный способ заправиться топливом — найти бензоколонки. Трудности геймплея продолжились в игре Cookie. Дословный перевод звучал как «печенье». Здесь вы играли за шеф-повара Чарли, который должен был замесить тесто для своего торта, но все его ингредиенты вдруг ожили и разбегаются кто куда. Вам необходимо при помощи брошенных мешков загнать необходимое количество еды в миску. Сотрудник из журнала Crash поставил высокие оценки игре и добавил, что это была самая трудная из всех игр, разработанных Ultimate. Графику оценили как быструю и забавную, благодаря разумным компонентам игры. Также прозвучало заявление, что игра соответствует стандартам Ultimate. Далее компания братьев переходит на разработку игр с дополнительной памятью в 48 килобайт для Spectrum, которые уже в конце 1983 года выходят в свет.
Первой такой игрой стало продолжение Jetpack'а под названием Lunar Jetman. Игрок снова одевает на себя скафандр и оказывается на поверхности маленькой Луны. Как его предшественник Jetman может медленно передвигаться пешком или использовать реактивный ранец. Однако, в отличие от предыдущей части, реактивный ранец имеет ограниченный запас топлива и должен регулярно пополняться. Отличительной фишкой является луноход для наземных путешествий. Если забраться внутрь, вы становитесь неуязвимы от нападений. На пути появляются преграды в виде дыр, и игрок должен будет заделывать их. Ваше средство передвижения является местом заправки реактивного ранца. Задача игры – уничтожение вражеских баз бомбами на различных уровнях в отведенные сроки. Действие игры Этик происходит в замке, в котором игрок должен найти 3 части золотого ключа. Игроку дают на выбор 3 различных персонажей. Это волшебник, рыцарь и разбойник. Каждому персу выдавалось личное оружие, и от вашего предпочтения зависел сам игровой путь. Во время создания игры разработчики принципиально работали в отдельных комнатах для обеспечения контроля качества. Одна команда трудилась над графикой, а другая следила за игровым процессом и звуком. Братья работали без сна 7 дней в неделю, шлифуя каждый аспект игры. Критике подверглось сложное управление джойстиком и расплывчатые инструкции. В 2015 году игра была включена в Rare Replay, коллекцию, состоящую из 30 лучших игр компании, выпущенных для игровой консоли и Xbox One. Также игра послужила источником вдохновения для детского игрового шоу Nightmare, которое запустил продюсер Tim Child. Фишкой данного шоу послужила комната с хромакеем, в которую помещали подростка со шлемом на голове, в то время как 3 других, сидя за монитором в специальной комнате, руководили действиями первого. Рендер графики накладывался в прямом эфире. Всего съемочная группа сняла 112 эпизодов. Cyberwolf стала первой игрой из серии Cyberman и первым продуктом, на который компания Ultimate повысила цену за копию игры. Пиратство процветало, и маркетинговый отдел принял интересное решение, чтобы снизить нелегальное распространение. Идея состояла в том, что если клиент купит дорогую игру, он просто-напросто не захочет ее копировать. Поменялась и упаковка, она стала большой и красочной. Как ни странно, но стратегия удалась, и игра Cyberwolf была продана в количестве более 350 тысяч только для компьютера ZX Spectrum. Игрок перемещался по джунглям, собирая кусочки амулета, чтобы отыскать выход, но оценки критиков снова были на высоте. Игра в жанре платформера, вторая часть из серии Cyberman. Здесь игрок также управляет искателем приключений в пробковой шляпе, но уже прыгая между платформами в замке и его пещерах, чтобы отыскать выход. В данной игре персонаж не получает урона от врагов, вместо этого его отбрасывает назад. Релиз был намечен на рождественские праздники, но обширный игровой мир не был оценен по достоинству и занял лишь нижние места в топ-100. Но это не помешало в 2015 году также попасть в сборник Rare для Xbox One. Революционная игра Night Lore произвела настоящий фурор на рынке домашних компьютерных игр. Впервые в игре использовалась изометрическая перспектива на движке Filmation. Это позволило создать 3D флип-экран, при помощи которого игрок мог перемещаться в 4 диагональных направлениях. Движок открывал новые возможности персонажу перепрыгивать или запрыгивать на препятствия и даже перемещать объекты. Игроку давалось всего 40 дней, чтобы собирать предметы по локациям и варить лекарства от превращения в оборотня. Множество головоломок, преград и врагов присутствовало в мире Night Lore. В 2008 году игру неофициально портировали на 8-битные компьютеры Atari, срисованную с версии от BBC Micro. Night Lore стала самой продаваемой игрой января 1985 года. Тим Стемпер журналу Crash. Night Lore была закончена еще до Cyberwolf, но мы решили, что рынок не был готов к ней. Если бы мы выпустили Night Lore и Alien 8, которая на тот момент была наполовину закончена, мы бы не смогли продать Cyberwolf. Нам пришлось выждать подходящего момента, даже без малейшего опасения, так как все конкуренты были далеко позади нас. Alien 8 являлась наследником предыдущей игры, которую так хвалили критики за ее графику. Вы играете за робота по имени Alien 8, который на протяжении тысячелетий выполняет задачу по поддержанию жизни последних из существ.
известных нам как Хранители. Их планета умирает, и все свои библиотеки, записи, накопленные знания они решают перевести в безопасное место. Но уже подлетая к новой Солнечной системе, корабль подвергается нападению, и его штурмуют инопланетяне. Криогенные системы жизнеобеспечения повреждаются, и наш главный герой обязан вернуть им рабочее состояние, собирая правильные схемы и возвращая их в нужные места. Отличительной особенностью игры было использование беспилотников с дистанционным управлением, который робот Alien 8 мог направлять в недоступные или опасные зоны. Критики хорошо оценили инновации в игре, однако ее сходство с Night Lore не позволило взять высших наград. В игре Nightshade вы возьмете на себя роль рыцаря в сверкающих доспехах и шлеме, который прибывает в кишащую чумой деревню Паслен, чтобы победить главных 4 демонов, скрывающихся внутри. Деревенские жители, не совладав с болезнями, обратились в вампиров и прочих существ. Каждый босс-демон уязвим к определенному объекту – молот, Библия, распятие и песочные часы. Также в игре находились предметы для улучшения свойств персонажа. Игра была сделана на новом движке Filmation 2. В игре 1985 года Gunfight вы берете на себя роль шерифа Quick Draw в городе Блэкрок. Цель данной игры – поиск и уничтожение преступников, за которых полагается награда. На игровом интерфейсе отображается фото, имя и награда за негодяя. Местное население хорошо относится к шерифу и подсказывает игроку, в каком направлении искать. В игре присутствуют мини-игры, бой с преступником посредством дуэли с наведением перекрестия и выбивание денег, на которые игрок может прикупить себе боеприпасов. Но будьте осторожны со стрельбой в городе. Если пострадают мирные жители, игрок заплатит штраф. Игра была разработана компанией Ultimate, но в 1985 году она издается под брендом US Gold. Интерес к движку Filmation и компьютерам Spectrum начал уменьшаться. Братья в этом же году продают каталог и права на бренд Ultimate компании US Gold Limited, а за 3 года до этого основывают новую компанию под названием Rare Design of the Future, позже сокращенную до Rare. Крис подумал, что сельская местность в городишке Твикрос и ее свежий воздух отлично подойдут для размышления над играми. Уже опытные и набившие шишек игроделы нацеливаются на расцветающий гигантский японский рынок игровых консолей, узнаваемый больше по компании Nintendo. Nintendo еще в 1983 году отказала в интересах братьев, что привело Криса Стемпера к изучению в течение 6 месяцев оборудования Nintendo Entertainment System, известное как NES. После дотошных и изнурительных исследований Крис Стемпер и Джо Хокберг связываются с офисом Nintendo of America, расположенным в США, и первым лицом этой компании Минору Аракава, чтобы попытать удачу уже во 2-й раз. И это была победа. Nintendo в восторге от демоверсии игры Slalom, а после выпуска она бешено продается более 500 000 копий и превращает компанию Rare в первого западного разработчика Nintendo. Они работали в основном над лицензионными играми и портами к другим платформам. Параллельно для нескольких издателей работа была в значительной степени неинновационной, но помогала братьям изучить саму технологию консолей. Свой первый миллион Rare заработала на продажах игры RC Pro Am, вышедшей в 1988 году. Вы управляете радиоуправляемой машиной на гоночной трассе, собирая различные предметы. Они могут повысить производительность автомобиля, дать турбоускорение или, например, сделать липкими шины для увеличения тяги и вхождения в повороты. Игроки также могут использовать оружие, ракеты или бомбы. Игра была выпущена для консоли NES, но позже ее перенесли на Sega Genesis под названием Championship Pro Am. Тим Стемпер журналу Crash. Мы были увлечены производством нескольких продуктов в год и доведением их до нужного состояния. Когда мы еще были в Ultimate, выходными днями у нас были только 2 рождественских утра, и это было сложно. Мы работали 7 дней в неделю, с 8 утра и до 2 часов ночи. Я не думаю, что хорошо иметь персонал, который работает только с 9 до 5, потому что игру в итоге вы получаете с оценкой от 9 до 5. В начале 90-х братья инвестируют в компьютеры Silicon Graphics, которые они используют для создания прототипа полной компьютерной визуализации.
Придя в восторг от их работы, Nintendo выкупает четвертую долю в Rare, которая в конечном итоге увеличивается до 49%. Nintendo предлагает братьям свой набор персонажей. Из темпера, не задумываясь, выбирают Донки Конга, что в конечном итоге перерастает в знаменитую и по сей день линейку игр. Они становятся чрезвычайно успешными и вторыми по популярности играми, но уже для Super Nintendo. После этого успех продолжается из серии файтингов по инстинкту убийцы. Но давайте остановимся на каждом хите по отдельности. Серия игр по Battletoads начала свой путь с 1991 года. Всеми известная ее первая часть покорила сердца фанатов и надолго оставила свой след в мировой истории игр. До простоты понятный геймплей и бешеная динамика. Как заявили сами разработчики, игра была сделана как ответ на популярную серию черепашек-ниндзя. Жабы в версии для NES считались самой сложной игрой, когда-либо созданной на то время. Все последующие порты специально смягчали сложность, пытаясь сделать игру более проходибельной. Некоторые уровни были изменены, а в отдельных версиях и вовсе вырезаны полностью. Непосредственно компания Rare принимала свое участие в таких частях, как Battletoads in Battle Maniacs 1993 года, в которой графика была прорисована просто на нереальной высоте. Игра получилась очень красочная. В Double Dragon того же 93-го пятерка именитых персонажей предлагалась игроку на выбор: жабы Rush, Zitz и Pimple, а также драконы Билли и Джимми Ли. Последней частью, к которой Rare приложила свою руку, была Super Battletoads, или известная еще по одному названию, как Battletoads Arcade. Эта версия игры для аркадного аппарата была самой кровавой в серии, но на консолях игра все-таки вышла в 2015 году для Xbox One в рамках сборника Rare Replay. Самая моя любимая линейка была и будет Donkey Kong Country. Ее первую часть мир увидел в 1994 году для приставки Super Nintendo. Братья вынашивали свое детище долгие 18 месяцев, экспериментируя с 3D спрайтами. Играть можно как одному, так и вдвоем. В первом случае второй обезьяной управлял компьютер, следуя по траектории игрока с небольшим опозданием. Интересным был тот факт, что разработчики провели много времени в местном зоопарке, наблюдая за движениями реальных горилл, делая зарисовки и видеозаписи. Но все было тщетно, потому что реальные повадки обезьян не вписывались в динамику игры, и анимацию заменили на иную. Первая часть рассказывала нам о том, что все запасы бананов были похищены кремлингами, и героям предстояло на протяжении 40 этапов разыскать их все. Вторая часть из линейки под названием Diddy Kong Quest рассказывала историю, что король К. Рул хищает Данки Конга и удерживает его в плену на своем острове с целью выкупа. Diddy Kong и новый персонаж Дикси Конг отправляются в приключения, чтобы спасти своего друга. В третьей части трилогии Dixie Kong Double Trouble уже двое главных героев были схвачены, теперь уже бароном К. Рулинштейном. Их подружка Дикси Конг и ее кузен Диди Конг отправляются в путь, чтобы снова отыскать и спасти своих друзей. Все три части игры отличаются своей манерой прохождения, секретами, фишками и интерактивом. В отличие от первой и второй части, в которых вся игра проходила на одном острове, в этой игре сюжет разворачивается в целом мире, состоящем из множества островов, до которых можно добраться с помощью катера или лодки Фанки Конга. Изначально самый первый файтинг вышел в 1994 году на аркадных автоматах, а после успеха в августе 1995 игра была портирована для Super Nintendo, а еще позже появилась версия для Game Boy. В версии игры для SNES полностью был убран весь видеоряд и эффект приближения камеры, а также переделано музыкальное сопровождение и сильно упрощены анимации. Несмотря на все эти изменения, игра была очень популярна на приставках. Действие игры происходит в недалеком будущем, когда мегакорпорация Ультратек, что-то типа земного правительства, обнаруживает разбившийся корабль инопланетян. С помощью похищенных на корабле технологий корпорация создает отряд бойцов, и чтобы испытать их, организует турнир. Вторая игра в серии вышла в 1996 году, опять же на аркадных автоматах. Разработчики все же планировали перенести ее на Super Nintendo и Game Boy Color, но по неизвестным мне причинам эти версии так и не увидели свет. Позднее игра вышла на Nintendo 64 под названием Killer Instinct Gold. Последующие части из линейки уже не были детищами Rare и не сохранили прежней популярности.
Экшн-игра Blast Corps вышла в 1997 году на платформе Nintendo 64. Игрок управляет транспортными средствами для разрушения зданий, ферм и других сооружений, расчищая пути для сбежавшего поезда, груженного ядерным оружием. Игроку приходилось переключаться между техникой, потому что все они расчищали определенные препятствия. В пример могу привести игру «Викинги» 1993 года от компании Blizzard с похожей манерой переключений между персонажами, которые имели лишь определенный набор действий. Была ли это случайность, или все-таки Rare позаимствовал идейку у конкурентов, остается лишь догадываться. Журнал Nintendo Power в 1997 году и IGN в 2014 включили игру в список топ-100 игр для Nintendo всех времен. «Золотой глаз» был выпущен в том же 97-м, через 2 года после выхода одноименного фильма. С точки зрения маркетинга, дата была запоздалая. GoldenEye считается одним из самых знаковых шутеров от первого лица. Он имел возможность конкурировать с играми на ПК и дав надежду приставке Nintendo 64 потягаться с PlayStation. В игре присутствовал как одиночный режим, так и многопользовательский. К последнему же Nintendo запретила притрагиваться Rare, и работу над мультиплеером поручили Стиву Эллису, Дункану Ботвуду и Карлу Хилтону. В течение 1 года задание было выполнено. Стелс является неотъемлемой частью игрового процесса. В отличие от других, похожих на Doom того времени, NPC наделены настоящим искусственным интеллектом. Они не просто блуждают по карте, наделенные триггерами. Враги реагируют на шум, а стрельба может поднять тревогу. Также они могут укрываться и реагировать на убийства. Фан-сообщество существует и по сей день. По игре проводятся соревнования по спидрану и сетевые турниры. В 1998 году Rare получает награду «Лучший британский разработчик года». Внутри самой Rare братья были требовательными боссами, и даже после перехода на руководящие должности продолжали работать по 15 часов в сутки. Крис Стемпер курировал компанию до середины 90-х, одновременно занимая пост председателя и технического директора. Тим был управляющим директором, но также не прерывал работы над графикой для компании, в том числе и для Donkey Kong Country. Стивен также входил в состав руководящего звена. Стемперы всеми средствами поощряли конкуренцию между командами разработчиков внутри компании, специально для поднятия рабочего духа. Они были вовлечены во все, братья лично принимали решения по каждой игре, даже когда компания расширилась до нескольких сотен сотрудников. В 1997 году Rare создает 2 отдельные группы. Первая уезжает, чтобы работать исключительно на Sony, в то время как другая занимается работой над продолжением GoldenEye. Несмотря на достойные отзывы, последующие игры Rare уже не отвечали высоким стандартам своих предшественников, а плохие продажи привели к очередному увольнению персонала. Компания US Gold прекратила какие-либо разработки. Rare выкупает обратно все права и снова берется за разработку игр, но некоторым их планам так и не суждено было сбыться. После двухлетнего, так сказать, ухаживания, в 2002 году гигант Microsoft полностью выкупает Rare за баснословные $377 миллионов США и начинает разрабатывать игры для консолей Xbox. Крис на кровно заработанные деньги без угрызения совести приобретает себе поместье Эйден Холл за 17 миллионов фунтов стерлингов. В 2004 году новоиспеченный Rare оживляет франшизу Cyberman путем издания игры Cyberwolf на Game Boy Advance. В конце 2006-го братья окончательно ставят жирную точку и покидают компанию, а жена Тима все еще продолжает работать в ней. В течение следующего десятилетия в глазах общественности братья становятся незаметными. По их словам, они просто преследуют другие возможности. На этой ноте Тим и Крис заканчивают свою 24-летнюю карьеру. Именно так наступает закат империи. После ухода Стемперов уже в 2007 году компания выпускает 4-ю игру по серии Jetman Jetpack Refueled для Xbox Live Arcade. Но силы команды позднее были брошены на помощь с переносом игр Cameo и Perfect Dark Zero на Xbox 360. 10 лет спустя, всем на удивление, братья инвестируют в Fortune Fish, новую студию мобильных игр в Ноттингеме, основанную сыном Тима Стемпера. Fortune Fish выпустила платформенную игру That Bouncy Thing. Это эпатажная и увлекательная игра с очаровательной сюжетной линией, ярким графическим стилем и легким геймплеем. Игра доступна для скачивания только на Android.
Стемперы всегда пытались скрыться от прессы и редко давали интервью. Они объясняли это тем, что их детище игры говорили сами за себя. Именно они и были лицом компании. Их бренд даже извлекал выгоду из этой секретности. Из-за небольшого числа сотрудников, занятых в Ultimate в первые дни, у них не было времени даже на посещение торговых мероприятий. Британская игровая пресса даже жаловалась на то, как сложно с ними связаться. В конечном итоге такое затворничество оказалось предметом насмешек со стороны прочих британских разработчиков, но одновременно они очень уважали их труды. Тим Стемпер оправдывал покупку своего изготовленного на заказ Lamborghini как знак своей тяжелой работы. Американский деловой журнал Bloomberg Business Week в середине 80-х описал программное обеспечение братьев как что-то вроде фэндома в масштабе Beatles. В 1995 году журнал Next Generation назвал Стемперов самыми влиятельными людьми в игровой индустрии. Тим Стемпер позднее рассказывал: «Недоступность для прессы оказалась выгодой для компании. Благодаря своей репутации разработчиков высококачественных продуктов, ожидание каждого издания было высоким. Этому способствовали полностраничные рекламные объявления, размещенные в журналах, которые демонстрировали обложку игры, о которой шла речь. Эти объявления запускались за несколько месяцев до выхода и продолжали еще некоторое время после. Ревьюшки высылались только перед самым выходом игры. Отсутствие общения с прессой вскоре стало политикой компании. К примеру, когда журналист Краша, обозревавший Nightshade, спросил у Ultimate, в чем заключается цель игры и насколько велика внутриигровая локация, на что компания дала ответ: «Мы не можем рассказать это вам, и она довольно большая». Ultimate была одной из первых компаний, у которых имелась собственная база фанатов. Они получали так много писем, что им пришлось нанять работника на обработку корреспонденции на полный рабочий день. Он отвечал минимум на 60 писем ежедневно. Ultimate также всегда отвечала на письма о памятном товаре, отправляя в ответ плакаты, свитера и кепки абсолютно бесплатно. Стемперы позднее рассказали, что им было интересно создавать игры, нежели зарабатывать деньги. Редакция журнала Retro Gamer предположила, что помимо качественных игр, популярность Ultimate возникала из-за комбинации превосходной презентации и атмосферы мистичности, которая придала ей скрытную, но классную атмосферу. Скрытность компании повлияла и на авторство игр. В то время на коробках или на самих картриджах указывались ответственные разработчики. Ни одна из игр Ultimate не упоминала имена вообще, и авторство некоторых из них остается неясным. Все вышедшие игры до Gunfight, то есть до 1985 года включительно, были разработаны Тимом и Крисом. Как я уже и говорил в самом начале ролика, Тим и Кэрол в основном занимались графикой, а Крис и Джон Лэдбери — программированием. Тим также создавал обложки для игр и сам логотип компании. Стемперы сохраняли свои основные роли в компании до приобретения ее US Gold, которая ввела в компанию свою команду разработчиков для создания игр Martianoids и Bubbler. А, например, игры Pentagram и полюбившиеся критике Cyberrun с превосходной графикой и геймплеем, состоящим в том, чтобы модернизировать свой космический корабль частями, разбросанными по планете, и добыть ценный элемент под названием Кибернит. Хоть они и считались играми студии US Gold, возможно, что Стемперы тоже участвовали в их разработке. Однако Крис закрыл этот спор в интервью. Какая была последняя игра, которую вы разработали в команде? Это была, я думаю, Gunfight. Авторство игр для Commodore 64 было еще более неясным. Портирование на эту платформу позаимствованных у ZX Spectrum игр было выполнено компанией Firebird, которая же в свою очередь наняла себе в помощь других компаний-подрядчиков: Mr. Micro, Softstone и PSI. Например, игра-шутер с горизонтальной прокруткой Imhotep, действия которой разворачиваются в Древнем Египте, где главный персонаж летает на мистической птице и сбивает врагов силовыми болтами, была прислана в Ultimate практически в завершенном виде разработчиком Мануэлем Кабалера, который до этого разработал игры Betty Builders и Firefleet.
В Ultimate не раскрывали авторство других игр для приставки Commodore, но статья от Мартина Кэрролла рассказывала, как Фрэнк Гаскинс в своей книге «Игры, которых не было» смог раскрыть разработчиков игры Dragon School, братьев Дэйва и Боба Томаса, основываясь на сообщении, появляющемся в самом конце игры. Данное издание включало в себя широкий диапазон более чем из 80 игр, начиная от Atari до современных игр от Sony PlayStation 4. Компьютерные, консольные, карманные и мобильные платформы. Все не вышедшие игры с 1975 по 2015 годы. Эти два брата также были разработчиками предыдущих 3 игр серии, в которых аристократ-авантюрист сэр Артур Пендрагон попадает в различные передряги. К примеру, в игре Staff of Carnot сэр Артур оказывается в мистическом замке с задачей отыскать древний посох Карната, который должен быть уничтожен до полуночи, прежде чем его сила уничтожит все человечество. В игре Entopdead старичок Артур пробрался уже в древнюю египетскую гробницу и пытается сбежать из нее до того, как закончится весь кислород. В последней части под названием Blackwitch, в которой авантюрист сэр Артур Пендрагон попадает в ловушку на борт галеона с привидениями и должен освободить душу его капитана. Игра была жестко раскритикована за игровой процесс, скудные и несложные головоломки. Она не привносила нововведений и была очень похожа на предыдущие части, тем самым отталкивая геймеров. В интервью с братьями Дэйвом и Бобом журналу Retro Gamer они поведали, что всего за какие-то 1,5 месяца разработали простенький шутер Outlaws ради того, чтобы Ultimate смогла бы хоть что-то выставить на прилавке к Рождеству. Авторство во многом зависит от компании, которой юридически принадлежат права на ту или иную игру или программное обеспечение и охраняется законом. Вся интеллектуальная собственность закреплена письменно. В заключение могу сказать следующее. Многолетнее пребывание братьев Стэмпер на рынке видеоигр очень повлияло на саму индустрию в целом. Очень многие идеи по сей день закладываются в современные игры. Да, нынешняя Rare уже не та компания, которая открывала горизонты своими дерзкими идеями, но мы всегда будем помнить ее той самой загадочной заглавной буквой R, в очередной раз включая запылившийся картридж. Ты понимаешь, что время будет потрачено не зря. На связи был Старический. Всем удачи, друзья. Еще увидимся. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал и не забудьте про колокольчик.